Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2024 високосный год. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Ну, как говорится, не было бы печали, если бы не наступил 24 год, и в 23 году кто-то бы что-то не делал. Да? Ребят, помните события, которые происходили в прошлом году, события, которые происходили летом, осенью, да, в коридор затмений, я вам говорила, что к этим ситуациям вы еще обязательно вернетесь. Ребят, наступил 24 год, естественно, да, в основной своей массе я скажу так, что в этом году вам придется, конечно же, наводить порядок в своих отношениях. В своих отношениях с коллегами по работе, в личной жизни, в семье, с близкими. Конечно же, больше, такая, я бы так сказала, участь удостоится, да, ваш партнер. То есть взаимоотношения с партнерами, с мужчиной это или с женщиной, да, все зависит от того, какие вы и яркие ли вы. Конечно же, если вы постоянно скандалите, не можете найти общий знаменатель, посмотрите, в какой момент ваше эго наступает вам на свое же горло, потому что, ребята, сами понимаете, лев всегда выберет себе в отношения себе подстать. И если вы не можете договориться, то просто поймите, с кем вы не можете договориться, с собой, что ли, да? Выбрали вы этого человека себе осознанно в партнера, вы же вместе проживаете столько времени, вы строите там семью, быт, отношения, или у вас все только начинается, да? Куда вы идете дальше? Потому что сами прекрасно понимаете, что с неинтересным партнером вам будет менее интересно по жизни, поэтому просто понимайте, что вы львы, вы самые лучшие, да, самые яркие, самые потрясающие, и партнера же вы себе такого же хотите, да, потому что с каким-то обычным сереньким вам будет сложновато, да, вы будете тоже в этом плане тускнеть, поэтому понимаете и осознавайте, что все те скандалы, которые есть у вас в семье, в отношениях, это потому что вы не можете с собой договориться. Поймите, чего вы хотите, поймите, что вы хотите в семье, и начните об этом разговаривать с партнером. Да, 24 год именно будет вот таким, я бы так сказала, дорогие мои львы, для вас с экзаменом в личной жизни, проверка ваших отношений. Пройдете ли вы этот экзамен умно или мудро, или же вы захотите уйти от ответственности. Кстати, получится легко очень сильно уйти от ответственности, разменять одни отношения на другие, мол, начну сначала и все будет по-другому. Рассказываю, нет, будет все то же самое, потому что вы же не меняетесь. Как говорится, можно менять отношения сколько угодно, но если вы отмотаете свою жизнь назад, вы посмотрите, что все ваши бывшие, они плюс-минус похожи. Ну, если вы в какой-то момент времени меняли свою точку зрения, тогда, естественно, и партнеры ваши немножко будут видоизменены психологическим характером, естественно. А так вы же поймете, кого вы в себе всегда хотели в партнеры. Поэтому не врите себе, понимаете, что вы на самом деле хотите, и реализуйте это. Будьте яркими, будьте интересными, начните действовать, начните реализовываться, да, потому что именно то, как будет складываться ваша любовная сфера в этом году, будет зависеть и ваша, конечно же, популярность в обществе, ваше выстраивание отношений в обществе. Если, конечно же, в личной жизни вы решите все разрушить, начать сначала, в работе, естественно, будут претерпевать качели, будет постоянно откаты по финансам, по деньгам и по связям, в том числе по проектам. То есть здесь прекрасно понимаете, что вы делаете. Я бы так сказала, сложными для вас будут последние 2 месяца года. Начало года это у нас, естественно, январь-февраль тоже будут для вас не очень простыми, потому что в январе все начнет немножко шататься, и, естественно, здесь работа и любовь, оно очень сильно тесно связано будет для вас в этом году, да, потому что
кого-то, у каких-то знаков именно в работе будет классное такое продвижение, а у кого-то необходимо разобраться в личной жизни для того, чтобы не провиснуть в работе. Это как раз-таки вы, мои любимые львы, да, поэтому в январе накал страстей начнет как раз сгущать краски, в феврале начнется как раз-таки та самая качель, естественно, здесь еще подкинет дровишек, я бы так сказала, в эту печь мировые события, потому что, в принципе, февраль-март это будут сложные месяца, поэтому здесь прекрасно понимаете, с точки зрения мировых событий это будут сложные месяца, естественно, будет страдать и личная жизнь, потому что как это пережить все те мировые конфликты, которые случатся, естественно, мы все переживаем всегда в паре, переживаем или же не переживаем, поэтому переживайте, пожалуйста, это вместе, понимайте, что все проходит, все меняется, наша задача наша жить в условиях настоящего времени. Они вот такие нестабильные, абсолютно нестабильные. Да, если нам казалось, что 22 и 23 год нестабильно, да, то 24, 25 и 26 года я бы не сказала, что эти года будут стабильны, я бы сказала, что они будут наоборот антистабильные, но все-таки 24 год он еще будет попроще, чем 25. Поверьте мне, мы все ощутим, что 24-й это был просто цветочки, как когда наступит весна 25-го. Поэтому, ребят, аккуратнее, внимательнее. И как раз-таки вас, дорогие львы, до самой весны 25-го будет прям нормально так колбасить. Да? Если, конечно, вы в первую половину года, до осени, я бы так сказала, не возьметесь за свои партнерские отношения, потому что для вас это такой тыл, да? Для вас это такая внутренняя отдушина, и для вас именно партнерские отношения дают как раз-таки ту страсть в работе, умение преодолевать кризисы. Поэтому разбирайтесь со своей любовной сферой. И я надеюсь, что у вас все получится. Потому что если не получится, тогда ноябрь, декабрь и первые 3 месяца 2025 года будут для вас на самом деле очень сложные. Велика вероятность разрыва отношений, разводов, потери вообще всего своего состояния, полностью обнуление по всем сферам жизни. Но я ни в коем случае не хочу вас запугивать, да, я просто лишь оберегаю, да, и понимаете, что на планете 700-800 миллионов львов, да, и для всех гороскоп, он не может быть идентичным, одинаковым. Я говорю общую тенденцию, какие-то львы прошли уже эти уроки на совместимость, и они уже отыграли эти сценарии, да, то есть львы есть в разных возрастах, уже все прекрасно понимаете, да, лев в 25 только начинает историю своей жизни, да, лев в 65, он уже многие этапы своей жизни прожил, лев 38-42 лет, он до последнего упирается и не хочет как бы делать то, куда судьба его подводит, все пытается как-то вот это вот свой уровень, вот этот вот своей легкости и щедрости оставить при себе, но, ребята, усложняйтесь, да, то есть в каждом этапе своей жизни необходимо усложняться и подниматься, брать более тяжелые нагрузки, да, то есть не получится в 45 стать таким легким 25-летним львом, нет, уже как раньше не будет никогда, нужно научиться жить сейчас, здесь и подниматься вот со всем этим, со своей массой, со всем этим своим балластом, все то, что вы накопили, да, по жизни, да, то есть поднимать это и расширять свои грани, да, то есть поэтому здесь, мои прекрасные, дорогие, красивые, шикарные львы, понимайте, кто вы, для чего вы сюда пришли, какие вы хотите свои партнерские отношения, ваша личная жизнь. Если она не в порядке, срочно, прямо-таки срочно, наводите там порядок, договаривайтесь, урегулируйте конфликты, наводите вот эту душевную, тонкую грань своих отношений, натягивайте вот эту ниточку, да, и понимаете, для чего вы вообще с этим человеком, понимаете, что человек с вами тоже за какие-то прекрасные качества, возможно, просто человеку с вами хорошо, а вы вот себе ставите какие-то там моменты, что вы любите человека за что-то, да? Любите человека просто за то, что он рядом с вами, за то, что вам с этим человеком хорошо, что вы чувствуете, как вы раскрываетесь рядом с этим человеком. Цените себя за это. Не бойтесь уйти в доверительные, глубокие отношения с человеком. Это всегда, конечно же, страшно, потому что в паре происходит максимальный рост. Для вас, дорогие львы,
находясь в паре, доверяя максимально друг другу, вы раскрываете такие сферы в вашей жизни, ну не просто как бы рожать детей и тому подобное, но рожать детей — это же не просто рожать детей. Рожать детей — это дать себе такой большой, жирный шанс уязвимого места, да, то есть дети — это наша максимальная уязвимость, да, то есть это как бы родить себе подобного человека, свою копию, да, и вот все будут видеть вашу уязвимую часть, потому что дети, они же не могут так защищаться от мира, да, то есть, грубо говоря, показывать всему миру все свои уязвимые черты характера, да, то есть качества, которые мы так все взрослые люди прячем от всех и хотим быть вот такими все хорошими людьми. Поэтому здесь прекрасно понимаете, что именно в паре вы раскрываетесь, доверяя свои страстные отношения друг к другу, доверительные разговоры, горячие разговоры, все самые грустные, печальные темы, которые вы боитесь открыть из своего подсознания, да, вытаскивайте вот это все. Чем быстрее вы это разберете, тем быстрее в вашей жизни появятся дети, которых вы хотите и которые у вас давно не получаются, да. Чем быстрее в вашей жизни появится как раз-таки та самая роскошь, богатство, та самая прекрасная жизнь, дом, который вы хотите, жилище свое, да, те самые прекрасные покупки, которые вас ждут, да, и тогда я вам смело говорю, что в 2025 году, или когда наступают мощные аспекты на то, чтобы вас как сильно, как говорится, колбасило, это с ноября 2024 года, я уже говорила, до весны 2025 года, да, именно в этих моментах у вас будет наоборот тот самый подъем, на который вы решитесь в этом году, да. Но здесь необходимо как раз-таки идти именно психологически в те самые уязвимые моменты. Сложно будет построить свою работу в этом году, она будет получаться, ну, как обычно, то есть не будет каких-то там выдающихся результатов, и если в любовной сфере будет неразбериха. Поэтому, мои дорогие и любимые львы, понимайте, что этот год напрямую зависит от сферы ваших отношений. И здесь понимаете, даете ли вы свою личную жизнь на откуп обстоятельствам, пытаетесь зарыться в работе и что-то там сделать, либо же вы идете как раз-таки в отношения, в понимании, находите наконец-то на это время, на то, что вы считали всегда, но это глупость какая-то, зачем этому уделять вообще в принципе время, и есть у меня там кто-то, и окей, отлично. Но, ребят, так не бывает, то есть полная чаша именно львов зависит от отношений, и здесь, конечно же, необходимо за эту работу браться, да. Да, уже подхожу как к работе, потому что, ну, это именно та сфера, на которую стоит уделить внимание в этом году, и тогда ваша карьера максимально невероятным способом вы скажете, как так-то работа моя просто взлетела в гору и все стало налаживаться само собой. Да не все само собой, потому что вы постарались, потому что вы поработали, навели порядок и сделали свою личную жизнь как раз-таки с той самой страстью, которую вы хотите, потому что ваша основная кармическая задача — это как раз-таки быть страстным львом, иметь потрясающие партнерские отношения для того, чтобы, ну, все остальные ваши сферы жизни просто подтягивались. На основе этого у вас и потрясающее здоровье, на основе этого у вас, конечно же, та жизнь, которую вы хотите, то есть полный достаток и реализация себя как льва. Конечно же, все это произойдет и случится с вами уже на пороге 2025 года, но если вы постараетесь в самом 24-м, первая половина года, она будет очень удачная. Весна, начало весны сложновато, с апреля по октябрь прекрасная для этого время работа. Конечно же, коридор затмений, который произойдет именно в вашем знаке в августе месяце, да, дорогие львы, здесь, конечно же, пройдет такой экзамен на прочность, хорошо вы поработали или нехорошо поработали. Сентябрь еще можно где-то, как я люблю говорить, договориться, возможно, да, будет такой немножко момент, когда можно будет откатить все то, что вы пытались скрыть, я бы так сказала, да. Но сентябрь уже будет, вот если
первой половине года не получилось, не делали, еще раз говорю, не получилось, это значит, что не делали, да, то есть не шли, откладывали на потом, то с коридором затмений в августе, посыпется уже и август, и сентябрь, и октябрь, и в ноябре, в декабре станет сложно с точки зрения, потому что там как раз-таки оппозиция с Ураном будет всех обнулять, рушить браки, отношения, партнерство, рушить семьи. Здесь, конечно же, мои дорогие львы, пожалуйста, пожалуйста, поймите всю осознанность своей жизни, кто вы, зачем вы, чего вы на самом деле хотите. Для того, чтобы не дурить голову себе, не дурить голову своему партнеру, понимайте четко, что вы хотите, и будет вам счастье. Потому что год прекрасный для того, чтобы именно вообще во всех сферах своей жизни классно подтянуться, но только за счет одной – это навести классные отношения со своим партнером. Тогда ваши партнеры будут за вами хоть на край света, они будут совершать с вами любые авантюры. То есть эта игра будет потрясающая игра в долгую, любые поездки, приключения, все будет у вас классно, если же вы как раз-таки вложитесь именно в классные семейные отношения. Поэтому, мои дорогие львы, и я хочу, чтобы декабрь уходящего 2024 года для вас итог подводился очень классно. Я хочу, чтобы вы сами написали мне и сказали: Женя, ну вот спасибо за этот совет. Вот классно все получилось, и работа наладилась, и жизнь, и получилось построить бизнес, который всегда хотелось, да, потому что, да, не пренебрегала сферой отношений, и у нас теперь в семье все хорошо, и работа прям пошла туда, когда надо. И я, на самом деле, очень рада, когда вот вы пишете, говорите: да, все-таки не стоило бояться, и здесь поработала, и стало хорошо. Я, на самом деле, очень сильно рада. Желаю, чтобы в 2024 год прошел для вас максимально мудро, для того, чтобы вы нашли в себе силы разобраться там, где давно откладывали. Просто сядьте, поговорите, наведите порядок, ограничьте, что важно, огласите, что важно для вас, поймите, послушайте партнера и начните вместе проживать трудности, которые у вас уже накопилось очень много. Тогда и работа, и карьера в 2024 году будут очень классными. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам прекрасного 2024 года, и чтобы в 2025 год вы заходили не с проблемами личной жизни, разводов и тому подобное, а для того, чтобы у вас наоборот шло пополнение в доме, детей, богатство, пополнение дома, радости, да, и вот этого счастья, которое, как говорится, ни за какие деньги не купишь, которое вот идет изнутри. Ребят, спасибо, что были здесь. Конечно, если у вас есть вопросы, оставляйте их здесь под этим видео. Обязательно оставляйте дату, время и место вашего рождения и сам вопрос, который вас очень сильно интересует в этом году. Поэтому, мои дорогие, не пренебрегайте. Вот эти все три составляющие для меня очень важны. Без них и я не смогу ответить на ваш вопрос. Спасибо, что были здесь. По классике в конце актуальные ролики, на которые вы можете опереться и сделать определенные выводы, скомпенсировать негативные события своей жизни. Я рада, что была полезна, и увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.